Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на новый трейлер будущего апдейта World Slayer для Outriders. Ну и собственно постараюсь рассказать все самое основное, что нужно знать о новом обновлении. После просмотра трейлера и изучения официального сайта Square Enix, сразу в общем можно сказать, что это будет новая игра, которая представляет собой окончательную и полную версию Outriders. Она будет как для новичков, так и для ветеранов, которые играли ранее. Появится новая интересная кампания, как утверждают в трейлере и на сайте, тонны нового снаряжения и персонализация персонажей. А теперь давайте по порядку. Что насчет кампании? В кампании будут новые миссии с захватывающим сюжетом и локациями. Мы с вами познакомимся с новым антагонистом по имени Эреш Кигаль. Этот главный враг командует фракцией повстанцев, а также сам по себе как персонаж она очень сильна. Собственно, мы с вами должны будем противостоять главному злодею и ее группе, а в это время на планете происходят катастрофические изменения климата. Вообще, данное обновление рассчитано на персонажей, у которых уже есть 30 уровень и выше. Но почему я вначале сказал, что он доступен и для новичков, а все потому, что World Slayer, те, кто только начал играть, смогут создать персонажа 30 уровня с самого нуля и получить доступ сразу же к новому обновлению. Конечно, в этом случае не особо будет приятно тем, кто своими силами добивался 30 уровня и больше, потому что новички смогут сразу догнать их, не прилагая усилий. Кстати, как раз таки те игроки, у которых 30 плюс уровень, смогут перенести своего персонажа в новую кампанию World Slayer, но нужно, чтобы была завершена основная кампания Outriders. Завершать экспедиции не нужно. Новые красивые места. Это еще одна тема, которая важна для обсуждения. Я уже затрагивал пару слов о том, что на планете климатические изменения. По сюжету это плохая новость для людей, но для нас с вами это запоминающиеся локации. Замерзшие ледники, места с озерами, которые залиты дождем и многое другое. В справках к обновлению утверждают, что все локации будут разными, но они будут визуально ошеломлять и будут ужасно опасны. Тонны нового снаряжения. Та тема, которая скорее всего интересна многим на данный момент. Будут новые доспехи, оружие. Например, все 4 класса получат специальные новые комплекты легендарной брони из 5 предметов, которые не только сделают их лучше, но и поднимут их навыки на новый уровень. Также появятся еще и другие новые комплекты легендарной брони, но из 3 частей. Каждый комплект будет иметь свои собственные бонусы и универсален для каждого класса. Кстати, некоторое снаряжение, которое уже существует в игре, будет переработано. В период до выхода этого обновления собираются выкладывать разные скриншоты и прочие интересные новости об этом оружии в социальных сетях. Так что кому очень интересна тема с оружием, обязательно изучите официальные страницы игры в социальных сетях. Следующее, что нам показали, это новые возможности при управлении билдами. Были добавлены новые древа классов, и они более гибкие в настройке. Новые древа классов дают возможность настроить своего персонажа под практически любой стиль игры, который вам нравится. От габаритного танка до скрытного снайпера. Чтобы пользоваться такими гибкими настройками, для этого нам понадобятся специальные очки, которые называются PAX. Мы сможем заработать эти очки в определенных миссиях World Slayer. И что важно заметить, эти очки основаны на общем прогрессе, а не на уровне. Добавили 3-й слот для модификаций. У World Slayer будет новый тип экипировки под названием Apocalypse Gear. Как раз таки он и добавляет 3-й слот для модификаций. К броне можно будет добавлять различные модификации, которые дают нам дополнительные эффекты. Говорят, что эти эффекты будут поистине очень мощными. Например, будут такие моды как увеличение урона, лечение, прибавка сил, к которым выбранный вами класс не имеет доступа. И это почти максимальный контроль вашего персонажа. Новые уровни. В новом обновлении будет доступна функция вознесения. Она дает вашему персонажу непрерывный прогресс после достижения 30 уровня. С этого момента опыт, заработанный за убийство врагов, идет на ваш уровень вознесения, который дает вам очки. Как раз таки очки вознесения. Все эти очки можно также тратить на улучшение персонажа. К примеру, на уменьшение времени восстановления, увеличение здоровья, увеличение наносимого урона. Эти очки можно тратить в 4 категориях. И остается еще 2 основных обновления, которые завезут в World Slayer. Усовершенствовали систему выбора сложности уровней, добавив такое понятие, как уровни апокалипсиса. Они определяют сложность и масштабирование вознаграждения в новой кампании, а также заменяют существующую систему уровней испытаний, используемую также в экспедициях. В общем, это еще одно мини-изменение, что позволяет нам еще больше контролировать игру и делать ее приятной для себя. У World Slayer есть свой собственный специальный контент для эндгейма. На самом деле, игра была специально разработана вокруг него, так говорят на официальном сайте. История World Slayer перенесет вас в древний город Тарья-Гратар, колыбель цивилизации Пакс, где нас с вами ждет испытание Тарьи-Гратар. Разработчики не хотят говорить подробно об этом контенте, но утверждают, что эндшпиль для World Slayer это большая часть игры и очень веселая часть. Собственно, вот и все, друзья. Это самое основное, что представили в трейлере и рассказали о новом обновлении World Slayer. Выйдет оно 30 июня этого года, и его уже можно предзаказать. Подпишись на канал, если тебе понравилось видео, а также поставь лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Ваш
важные ссылки есть в описании. До встречи в новых видео. Бай-бай.